Непростая баба эта пряхта. Да, баба непростая. А тем временем же мы все собрали. Здравствуй, мой дорогой друг. Рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы продолжаем погружаться в чудесный мир Черной книги. Да, именно в него. Собственно, в предыдущих сериях мы с тобой, значит, насобирали все, что нужно для того, чтобы расколдовать подменницу. Упряхи у последней были, вот видишь, дед Егор, как бы, он хуйни не скажет, всю правду говорит. Еще не услышим. Да, надеюсь, нет. Молодец, Вася. Приглянулась ты, колдунья. Я всегда молодец. Лучше и не могла встреча-то наш пройти. Я да. На пояс заполучили. Теперь решим, что дальше делать. Ну, вот ты и собрала все нужные предметы. Теперь Да. можете невесту идти вызволять под полог. Ну, пойдем. Мне туда идти нельзя. Книга у тебя теперь. Да и колдун я уже не такой сильный. Ну, зубов-то нет, это у меня они там уже 20-м, 50-м рядом пошли, а ты как бы дедушка, да? Уже все, уже не тот. Абдериха дух серьезный. Это да. Может навести морок и кожу содрать. Да так, что оглянуться не успеет. А мы ее сейчас туда-сюда и Поэтому, все. Вася, подготовься как следует. Хорошо. Может, что спросить хотите? Ну, давай спросим у тебя, собственно, Что обряд. за обряд-то надо провести? Ты мне такого не рассказывал. Вообще-то да. А я с бани подмененных и не спасал. Ага. Думаю, пиздец. под полог придется вам спуститься. Угу. Там вас банница-то и испытат. Ага. Предметы нужные есть, смекалку не забудь. Ну, смекалочка, она всегда со мной. Может, что спросить хотите? Давай еще ты мне про баню такая все эта расскажи-то Абдериха получше там. Ну, откуда это взялась? Ну, кто же ее знает? Ага. Все-то по-разному они появляются. Говорят, когда 40 детей родится в бане, вот тогда там банница-то и обзаводится. Ага. Ну, акушерка, Про то эту есть. мы знаем только то, что она детей подменяет. Акушерка подменюн. Может, это не случайно? Ну, может быть, она была, собственно, 41-м, который родился неудачно, и теперь у нее травма детства, вот и все. Мы выяснили, по Фрейду ее разложили, блять. Смекалочка, собственно, сролила. Уже сейчас, уже все, она уже проиграла нам. Все ответы только у самой Абдерихи. Ну, как бы, Может, у нее что и узнал. спросить хотите? Да вроде больше Пора нам в ничего. путь заправляться. Да, дед, пошли мы, собственно, в путь. Так, давай с чертями разберемся, собственно, кто у нас тут. У нас вот эти трое ребятушек закончили приколы делать, в 50 грехов. А, не ожидали. Так, что ты у нас, голод? Ну, давайте, милок, голод поищем какой-нибудь, да? Пожар, бедствие. Нету голода, милок. Животное, голод. Ну, собственно, коли нету, тогда по принципу, собственно, большего количества денег мы пойдем это все дело собирать. Просто их вот так вот отправляем. Андрюшка, ты наша надежная опора. Вырастай там килой. Пусть они все окелеют, так сказать. Колясик. А можем Прошку взять? Блин, Прошку не можем. Ну, собственно, мы же колясику идем, невесту-то, собственно, делать, да? Какой Прошка-то был? Прошки-то там делать и нечего. Так, у нас тут все, собственно, лежит, да? Все лежит, все свое, все хорошо. Что тут у нас? Кресты покойников, вот это вот все, это мы продадим. Вот эти две штучки, я думаю. Так, тут у нас что? Что тут у нас? О, происхождение Абдерихи, собственно, дружище, да? Ставим паузу, читаем, наслаждаемся. Вот это вот, не знаю, мы читали или нет, поэтому можешь тоже, собственно, да, прочитать на досуге, а вдруг ты не бывал
предыдущих сериях не читал этого всего. Морок говорит, она наводит на нас, поэтому может быть крепкая оберег, складное жест, крепкое, складное. Мысля у меня, значит, какая? Бабку мы одну уберем, наверное, или вернем бабку? А может вернем? Давай вернем бабку. Добор лишним не бывает. Мысля у меня, значит, какая? Знаешь какая? Не знаешь. А я тебе скажу, вот это взять. Соломониду, собственно, взять, да, и морок этот мы, собственно, сможем с себя снять, если вдруг что, да. Кто его знает, что за морок там этот морок, но лучше перестраховаться. Вот, это во-первых. Во-вторых, тут мы все, собственно, поделали, порешали. Дед Егор. Слухами, это земля пермская полница. Ну-ка, давай, Я рассказывай. в Вильгард ходил, а уж и не так меня боятся, как прежде. А чё это? Ну, старый уже просто. Теперь меня боятся, как глав цыганку-то тут. Поняли, что тебе сил передал. Ну, говорю, что теперь меня боятся. Теперь меня хуям будет пытаться сжечь, а не тебя, дед. Да. Как тебя на Ростане-то не задавили? Дед, да, вот, ты недорассказал, собственно, в прошлый раз. Так вот, крутятся вокруг меня черти. Ага. Ну, думаю, пропал. С Тимошкой скоро увижусь. Кто такой Тимошка? Один беста в красном колпаке. О, а ты у него колпак-то и отобрал, да? Я с него этот колпак-то и сорвал. Да. И он говорит, ты колпак верни, он говорит, хуй тебе, блядь, крыса Сплинтер, иди своих черепашек тренируй. Тут все замерло. Да? Колпак разменным оказался. Ага, в смысле размер? Черти кружат, зыркают глазами горящими. И шо? Говорит вожак-то их. За колпак, мол, чё хошь сделаю. Ага. Тимошку-то он не мог вернуть. Другое тогда попросил. Откуда, говорю, взялись вы тут, бесы проклятые? А оказалось-то, видишь чё? Их юродивый Прокопий на меня напустил. Жертву им удумал. Ага, Ля Крысыч. Ему, поди, не лесной дедушка помогал, а черти из пекла. И дети пропадали вокруг Вильгарда-то все не случайно, а по воле Прокопия. Прокопий, сука, тот еще урод Всех скормил оказался. чертям. И Тимошку тоже, окаянной. Проклятый Прокопий. Вон оно Я что. его, коли встречу в аду-то, я его там еще скручу. Ну, это дело, да, это дело правильное, дело Ох, нужное. он у меня помучается. Да, я тебе помогу, братан, если что. Мне там грехов уже накопилось столько, что я, кажется, буду, значит, там, самой главной. Ну а дальше что с чертями-то делал? Да отправил их этого Прокопия задавить. Все думали, по пьяни помер. Да, по пьяни, А да. это черти мои его удушили. Ну что, Это еще не все. Да устал я. зайки, черти, что я могу сказать? В следующий раз про черную книгу-то расскажу. Ладно. Ладно. Я вот все думаю про предметы, которые просила банная невеста. Почему именно их? Потому что она тебе сказала, ей же там обряд, там нужно ей крестик, чтоб... Я думаю, Вася, она Вася. только с ними из тонкого мира выбраться может. Ну да. Вещи ей нужны людские. Да, это да. Нет человека без креста, без пояса, да без имени. Да, А у вот. девки той всего этого никогда и не было. Она-то да. Ну ты, она же говорила тебе, а ты что ты? Чем ты слушала, Вася? Слушай, Васька, такое дело. Прежде чем за бесами идти, может, еще по одному делу поможешь? По какому? Есть у меня один старый товарищ, Ага. Трофимом звать. И чё? Песни поет? Охотник-то из слободы Кишконогова. Сука, что, блядь? Ладно. Ну, так что ты пропал?
Я после Абдерихи уже не знаю. Леший его унес, вот что я думаю. Васька, сходишь со мной-то в Слободу, разузнаем. Да схожу. Хорошо, тут вроде и недалеко. У каждого помощника есть уникальное задание, за которое вы можете взяться, если он вам достаточно доверяет. Ладно, вы только что взяли одно из таких заданий. Взяв задание помощника, вы приостанавливаете выполнение текущего задания и переносите прием всех посетителей на следующий день. После завершения задания помощника вы вернетесь к приостановленному заданию. Ну получается, что... Ага, пару часов, с Юнидором рядом. Обождите, я в Слободец по молодости бывал. И помню, трав там делал запасник. Возьми, Василиса, глядишь, пригодится. Это, да, дело хорошее. Получается, не идем мы, собственно, ему невесту делать. Он как бы сливается, лох, нервничает просто мужик. Все как бы с ним ясно, понятно. Сука, ты работать будешь? Хули ты спишь постоянно там наверху? Вообще-то ты суседушка, вот твое место вот там, дед, под печкой, братец. Суседушка ты, суседский. Так, а можем мы на задание Николая... никого мы не... Я так понял, что помощников мы можем менять сугубо по сюжету, по всей видимости. Что-то мне подсказывает. Да. Ну, пойдем. Что там? Забрать траву Егора. Основное задание вон там. Локация вроде небольшая. Так. Деревня Пантина, собственно. Дорога идет мимо Пантинской деревни. Как-то я тут уже бывала. На покосе что-то деда зашептывал. Ну да, собственно, дед там, да, там зашептывал. Он там нашепчет тебе таких, что охуеешь, потом расшептывает. После продолжительной ходьбы по старой дороге перед вами вырастает сначала деревянный купол часовни, а затем и сама деревня Пантина. Утомленный путешествием Николай заходит в первую попавшуюся избу выпить квасу и перевести дух. Вы настораживаетесь, что-то недоброе есть в этой постройке. Да тут везде что-то не... давай, пойдем за колясиком, чтобы он там жопу не помыли. Хмурые хозяева угощают вас и вашего спутника, не приглашая за матицу. По их лицам видно, что в этом доме не все ладно. Ну, давай мы пошаримся. Вы бегло осматриваете горницу и сене, и, не заметив нечисти, выходите на улицу. Подняв взгляд на крышу, вы, наконец, находите причину несчастий. На курице сидит демон, лениво отмахиваясь от комаров. Ага. Ну, давай мы его, значит, прогоним к Вы хуям. шепчете заговор, и Не недовольный мой же. бес улетает, со скрипом отрываясь от крыши. Похоже, он просидел здесь довольно долго. Остается только догадываться, зачем он поселился у этих людей. Не иначе какой-то колдун прислал на работу, да так и забыл о своем подопечном. Не мой, собственно, бес. Нехуй тут вот это у моих бесов работу, собственно, красть. Урод. Я так считаю. Как бы. Тут я главная цыганка, поэтому вот и как бы да. Дорога немного окольная, прямая-то, говорят, совсем заросла, не пользуются. Ну ладно. Пойдем окольной. Сухой ветер гонит кривые вихри по дороге впереди путника, идущего вам навстречу. Вы успокаиваете Николая. Этот торговец заговорами вам давно знаком. Будь мудрецом, выйди вперед, и знание твое станет хлебом. Книжник. Сука, кажется, мне он тоже какой-нибудь демон, блядь. Не просто ж так он, собственно, вот это вот все. А чё мне? А мне вот это все не нужно. Я думал, может, я ему сейчас продам, чё? А ну не продам, ну так и как бы бог бы с ним. Давай, дедуль, пока мы пошли. Ой, я не прочитал. Описание локации не прочитал. Ну да, собственно, как бы Вы да. легко находите старый запас деда Егора на окраине деревни. В голбце заброшенной избы в углу притаилась пыльная корчага. Только вы беретесь за старую посудину, как являются бесы. Похоже, вместе с кладом тут осталась и охрана. Можем, конечно, сыграть с ними в карты. Но, знаешь что, я думаю, пизды окаянному. Собственно, что у нас тут в сражении головоломки? Чё, блядь?
В сражениях головоломках вам дается специальный набор слов черной книги, с помощью которых необходимо одолеть противостоящих вам бесов. Вы можете посмотреть всю колоду, нажав на черную книгу внизу экрана рядом со словами, или нажмите R. Во время головоломок не действуют надетые предметы, полученные с новыми уровнями умения. Угу. Ну, на 3. Ну, на 3 как бы не шибко страшно. Давай складными ему накидаем. Вот так вот по-быстрому много урона. Количество ходов до завершения битвы. Если вы не успеете уничтожить чинить, то проиграете. Не получает урон, если все слова... Ага. В заговоре противника черные. Ля ты падла. Ну, одно белое будет. Чё уж тут. Получил. Падла. Получай. Получил, получай. Собственно, да. Собственно, да. Понимаете. А как мне его убить за этот ход, если тут Авдилай, блядь, мне натасовали? Натасовали мне тут Авдилаев. Кажется, проиграл я головоломку только что. Ход нечистой силы. Игрок. Подожди. Подожди. Что за переплетничество? Вы пытаетесь поднять руку, чтобы сотворить крест, но силы покинули вас. Ну, блин, повтори сражение. Так. Ну, смотри, значит. Подожди, а это положительный статус. А это же положительный статус. Без колдун и Авдилай мы снимаем вот это все, и потом ему бьем, получается, на... Сейчас мы наносим 1, а тут будет складное за 3, оно получит по 2, то есть тут будет 8 плюс 4, 12, 13, 14, в аккурат. Все очень просто, друг мой. Очень... что-то сразу не выкупил вот этого моментиса. Того, что оно, собственно, снимет, и все это дело пропадет. Получается, получай. Получил, получай. Давай возьмем... ключ. Узнав, наконец, наследницу старого колдуна, черти в ужасе разлетаются. Вы открываете глиняный сосуд и действительно обнаруживаете множество полезных растений. Они не потеряли своих волшебных свойств и в засушенном виде. Ладно. А болотвик. Люди-то у нас на сырых местах находят много болотников, а кто-то так вообще под болотовики находит, собственно, порча 3 на противника, регенерация 4, царский отчи 21 лечит, покинуть место, собственно, да, вот мы и забрели, травок мы с тобой насобирали. Матица, собственно, да, читаем на паузе матицу. Травки новенькие, навехонькие, не было таких еще, никто не видел таких до нас. Ну, кроме деда Егора, его ж схрон. Буждом. Этот обсыпавшийся берег называют по-пермяцки, да, получается. Много таких слов-то прижилось в уезде. Да, шутем еще про старое поле говорят. Ну, пойдем на старое поле, получится. Бойкая молодая река вгрызлась в песчаный берег, образовав высокий вал над шумящей водой. Рядом виднеется странный черный силуэт, который сидит и копошится в воде. Вы чувствуете, что это не дух, но и не совсем обычный человек. Когда вы приближаетесь, то видите юродивую с отталкивающей улыбкой. Угу. Колдунья да солдат. Ёбаный в рот. Барин да сударочка. Ты слышь, нахуй, не подходи ко мне, а? Бог в помощь.
Это дорога до Слободы-то ведет. Ты дурак, блядь, у нее зрачков нет. Чувак, ты ебало ее видел? Это, ха-ха-ха-ха! Чё это вы туда след положили, а? Да так, блядь, да. Ты, бабка, может, друга моего видала, охотника? Трофимом звать. Пиздец твоему другу охотнику. Ты ее видел вообще? Слыхала, что пропал. Ну ничего, ничего. А я с ним и не виделась. Так уж и не разговаривала. Пиздит, как дышит. Посмотри на нее. Говаривала. С белых комаров и не видала. Он охотник, вот по лесам-то и ходит. Ага. А с белых комаров образовать подъехал, получается, то есть с первого снега. А Ага. ты, бабка, что тут делаешь в такое-то время? Людей жрет, блядь, ебало ее, видишь, она вся в кровище в чьей-то. Так что теперь воды не лакнуть, если ночь-то? Не до вас мне, не до вас! Ну, ладно, мы не Женщина внезапно мешаем. вскакивает и с завидной скоростью скрывается среди зарослей. Мы за ней не пойдем. Странная баба. Аж до мурашек. Мы за... Она Да. тоже векша? Или из бесов? Да нет, не похоже. Но я тоже что-то неладное почуяла. Угу. Ну, Слобода уже близко. Блять, надеюсь, она за мной не пойдет, как вот эти вот сумасшедшие сталкерши, которые, значит, встречаются в подобных местах обычно, и нахуй их, да. Собственно, Слобода Кишконогова. Слободой называли раньше вольные от крепостничества деревни. Но тут-то и не было барей у нас в Чердыне. Пойди разбери. Ну, пойдем разберем. В засыпающей деревне мало кого встретишь, но Николай с усердием принимается за дело. Вы оглядываетесь вокруг. Все еще открыта торговая лавка, похоже, благодаря кабачному пристрою. На горизонте чернеют угрюмые стены хвойных лесов. Так, хвойные леса звучат, как будто оттуда сейчас эта мразота выползет. Да? Пойдем в магазин сходим. В магазин сходим, лишнее продадим. Получается, крест покойника мы тебе продаем, а чертов палец тоже туда же. 157 денег, кстати, неплохо звучит. А есть что-нибудь прикольное для складных наших дел? Да, получает плюс 2 эфирный в начале сражения. Все атаки промахиваются по этому существу, продолжительность 2. О, пана! Плюс 5 порча в начале сражения. Слышь, чё? Ага. Вот мне интересно, плюс 5 порча, это, собственно, усиливает порчу, да, как бы, или же накладывает ее? Вопрос. Атаки врагов носят на 1 единицу меньше, плюс 2 здоровья такое себе, на 1 больше трав в свой ход, окей. Очень странная штука, комбинировать с брашкой было бы прикольно, но а зачем? Да, первый заговор содержит слово «старый нож». Ну вот, кстати, к нашим складническим приколам, на самом деле, можно бы старый нож-то и прикупить. Вопрос, конечно, взамен чего? Да. Можно взамен земли, кстати, взять, кладбищенской. Вот это мы оставляем однозначно, вот это тоже и вот это тоже. Вот тут вместо печины можно прикупить, кстати, череп. Выглядит прям сексуально. Не очень понятно мне пока что он из себя прям до конца представляет, но так в теории круто. Получайте приставу упырь в начале сражения, плюс 2 здоровья. Упырь восстанавливает 2, когда противник теряет здоровье. Так, это что у нас тут еще? С глаз снижает на 1, на 2. Увеличивает благословение в начале хода на 1.
перезарядку способности помощника на 1 ход. Что тут получаемую броню? Блин, ну вот как бы нож звучит очень привлекательно на самом деле, во-первых. Потому что первый заговор содержит сразу +1 слово. Да? Это что значит? Это значит что-то очень хорошее. Да, другой вопрос. Смотри, нам нужно 200. То есть, ну, как бы мы типа продаем, допустим, 2 слота. Предположим, что мы продаем вот это и вот это. Ну, получается нормально. Давай попробуем, поэкспериментируем, собственно, да. Так, ну, давай мы их сразу наденем. Если они как бы не наделись, то давай наденем их. Вот так вот. Пойдем расспросим крестьян. Уж пропал ты давно. С неделю или 2 уже. Ходили, искали. И шо? Ты какой-то подозрительный. Упал в топь какую. Упокой Господь его душу. Ты давай не надо. Еще, может, отыщется. Дай ты бог. Дай бог, вот именно, охотник. А раньше он не пропадал? А? Чтоб среди лет-то такого не было. Ну, в сезон-то надолго уходил, это понятно. Ну, это да. А сейчас загадка. Не пьющий ведь ничего. Видели, как он с Лукерьей юродивой все говорил. Да пропаж. Это вот с этой падлой, да, зубатой, беззрачковой. Да и ее расспрашивали. А она ничего не знает. Что с нее взять-то? Ну, она, по всей видимости, людей жрет. Несчастья у нее были. Да к умом и поехала. По-моему, она, да. Вот тут я согласен. Что за Что с несчастье, ней брат? случилось-то? Да обычной девкой была поначалу-то. А потом и муж помер, Ага. и дитё их следом. С тех пор помешалась совсем. Она их Из сожрала, деревни нахуй. ушла, на болоте избушку слепила. Окей. Только милостыня и живет нынче. Ага, ладно. И кто вот это вот ей милостыню дает, простите меня, она же нахуй руку отгрызть О может. чем она говорить-то могла с Трофимом? Вот именно. А бес ее знает. Сами расспросите. И не хочу. Я с ней уже общался. Где ну, её там искать? Пиздец. Она живет в болотах, на север отсюда, в покосившемся домишке. Хорошо. Я-то не был, ну говорят так. Поди отыщи. Только я Хорошо. бы на вашем месте подальше от этих болот держался. Я бы Мрачное тоже. место. Я бы тоже нахуй подальше от них держался, но вот этому вот дурачку, видишь, помочь нужно. У него все ладошка с руки на руку перебегает. Мы-то редко там бываем. Только если кто на Енидор срезать решит. Ага. Ну, ладно, что там, Топи, Расскажи про болото ваше. рассказывай. Так давай. вот, болотами Касьяна зовутся. Ага. Уж и не знаю, что за Касьян. Думаю, это от того, что дорожки по ним косые. Угу. На них и заплутать недолго. Ладно. И Мы уродиво. встретили на дороге бабу одну страшную. Вот да. То Лукерья была. Кто еще-то? А, то есть вот эта ебанашка. Ну вот да, я так и думал, В деревне блядь. не без изъяна. У нас вот Лукерья. Да? Пиздец. Помнишь, Коля, баба-то та говорила, что не видела Трофима. Я тебе говорю, она его сожрала нахуй. Верно. Что-то неладно. Пойдем к ее избушке, хозяйку расспросим. Погоди-ка, ты не из знатких ли? Может, родник наш изладишь? На запад отсюда. Ну давай. Пошепчешь или чё? Испортился. А каким был? Ну Его давай. сейчас собачьим зовут. Давай. Ладно, спасибо за помощь, мужик. Будем там, так заглянем. Помогай, Господь. И вам не хворать. Получается что? Расспросить уродивую, родниковая порча. Пойдем на родниковую порчу для начала. Потому что с ней я не хочу встречаться максимально долго. Еще она меня Поток пугает. воды с тихим журчанием вырывается из заросшего луговой травой склона и спускается по деревянному желобу к косому помосту, теперь забытому и прогнившему. Вы чувствуете старое чудское колдовство поблизости и невольно сжимаете корешок книги. Давай смотрим. Ориентируясь по наитию, вы заглядываете под помост. И верно, прямо на вас глядит чудской божок, которого родник вынес из-под земли. Похоже, слободских крестьян от этого источника отпугивает старинная магия. Ну давай заберем фигурку. Вы протягиваете руку и берете бронзовую богиню кончиками пальца. Ебать. Но едва вы начинаете тянуть ее к себе, как вас хватает мохнатая лапа.
Старый артефакт охраняют чудские духи. Золотая баба, собственно. Мы башков этих тут же отдавали городским. Или выбрасывали их подальше, как находили-то. Плохая эта примета. Он какой-то майя, блядь, бог, походу, а не славянский, судя по тому, как он выглядит. Ну да ладно. Это дело такое, собственно. Еще одна головоломка. До завершения битвы, если вы не успеете уничтожить всю нечисть, то проиграете. Давай тыкнем на книгу. Что у нас тут? А какая хуй разница? Подожди, что у нас тут? Нанесет всем оставшимся 5. Так. Ну, типа... 3 всем. Следом 5 ему. Если враг погиб, всем оставшимся 5. И вот в этого рудой по лицу. Ну, можем еще, конечно, колесиком ударить, но это прям овердэмэдж будет, поэтому окей. 1, 2, 3, 4. И рудой по лицу. И легко, даже и не почувствовал. О, плюс уровень. Так, подожди, у нас там что-то лишних карт, я видел, появилось. Лишних, по-моему, очень даже. Давай вот ключей выбросим парочку. До 22 обратно нужно вернуться. Килла. Что-то еще тут не на этом. Что-то еще тут лишнего есть. Аминь, набожность во имя Отца. А вот аминь, по-моему, как бы да. По ощущениям, да. Ну, все остальное вроде... Нава была. Ну, ладно, Нава пусть остается. Можем, конечно, жест 1 оставить. Кстати, да. Ладно, давай вот это и жесты тоже оставим. Жесты как бы не считаются никуда, а это нам очень даже на руку. Да. Молитва в начале сражения. Благословение в начале хода на 2. Ну, такое. Давай продадим. Примета плохая, я верю в плохие приметы. Теперь в этой игре, по крайней мере, точно. Поэтому, я думаю, мы их продадим. Урон в словах на 1 можем, кстати, увеличить, что было бы, по-моему, неплохо. Я вот просто, ну, типа, думаю. С другой стороны, мы как бы не сильно-то терпим. Можно в экономику чуть поиграться, да? Давай в экономику чуть поиграемся. Бесячих гостинцев наберем там. А потом от этих, от прихожан. Собственно, там тоже увеличим денежку. Ну, пока так. А там посмотрим. Ну, пойдем на болото Кассиана. Поговорим с юродивой. Болотная вода угрожающе поблескивает острыми звездами ночного неба. Николай идет впереди, умело выбирая кочки и сухие переходы. Говорит, ему на службе и не по таким болотам приходилось перебираться. В предрассветном тумане вы вскоре находите избушку. Черные окна глядят на вас, как глазницы мертвеца. Ну, давай смотрим. Тараканы разбегаются от скрипа покосившейся двери. Внутри изба выглядит еще мрачнее, чем снаружи. Здесь пахнет гнилью и запустением. Вы вздрагиваете. В окне мелькает тень и убегает в сторону леса. В погоню. Ну, это та самая, да, роща. Сюда побежала юродивая, странные звуки какие-то раздаются из леса, как кости хрустят, сука. Не к добру это, не к добру. Она пенек. Энд осиновый, да? Хоть вы в потемках и потеряли юродивую из виду, Николай ведет по ее следу так же верно, как если бы вы шли за ней среди белого дня. Вы ступаете под густые ветви неприветливого леса и замираете. Впереди раздается жуткий хруст, словно разламываются сухие кости покойника. В роще вас встречает огромный бес.
Я говорил, осиновый энд надо найти, им печать потереть. Смотри, осиновый энд. Ну, надеюсь, осиновый. Хотя осины обычно не бывают такие гигантские. Ну-ка. Опять эти ваши головоломки. Что это? Ризы нетленные, складной нетленный. Порча восстанавливает здоровье, не наносит урон. Увеличивает порчу в начале хода на 999. А, это она мне. Ёб твою мать. А, вот он, оберег, да? Оберег-то оберег, блядь. Так, ну мы вот это типа вешаем. Или нет? Ну, смотри, она на меня вот эту вот залупу сейчас повесит, получается. И порча на меня повесится в начале моего хода. Она меня ударит, но вместо того, чтобы меня ударить, она меня вот это вот. Так. Мы можем ей разу вкатить по лицу, я думаю. Я думаю, да. Так, колясик тоже ебани сразу. Ну а чё уж тут. Так, и она на меня вешает свою залупу. И, собственно, мой ход. Все хорошо у меня. Складное и руда, наверное, нам хватит. Хватит же. 14, сука, в смысле. Что-то я не так сделал. Ну-ка, давай завершим ход и убедимся в этом. Да, действительно, что-то не так. Бля, легнула ногой. Ладно, повторить сражение. Так, значит, подожди. Ну там мне хотелось всего одного урона. Ну, мы точно, я так полагаю, вот это вот используем. Точно, я так полагаю, используем вот это вот. Давай, может, килу, и тогда, может, нам хватит. Другой вопрос, будет ли у нас с тобой на следующем ходу достаточно... Ну, давай вот так вот попробуем, короче. Типа, не хочется вот мне там вот эти вот догадки, вот это вот все, вот это вот делать. Не хочется. 14 урона нужно нанести ей. Ну и все, и мы можем... ну вот теперь все получается. Теперь 14 получается. Просто нужно было вместо уразу вот эту кинуть, и все как бы. Получила. Получай. Это, собственно, вот эта юродивая, да? Она вот в эту вот залупу превратилась. Я правильно понял? Нет, постойте, лютые люди! Злодеи! Цысь, блядь, кто злодей, нахуй? Меня пинком отпиздить пыталась. Не трожьте мое дитятко! Нихуя себе, дитятка. Иисусово войско. Она что думает? Это ее ребенок? Ну, кажется, ебанулась. Вон из леса! Я вас не звала и знать не желаю, колдуны проклятые! Да мы тебя тоже не сильно, чтобы очень. Неужели она умом тронулась? Или это неспроста? Что за нечистого мы повстречали? Ага. А вот, блять, как их определить? Я предлагаю взять подсказку. Нечистого. На лешего не похоже, хоть и деревянный. Ну, значит, полевой? Неужто Нет, не по... Господи! Чуть. Она вырастила своего подменыша до таких размеров, что он уж скоро больше самого леса станет. Блять, это подменыш. Все ясно.
На обычной-то еде так не вырастет. А на чем, блядь? Это ты подменыш, проклятая Векша! Ага. Где Трофим? Баба ты сполошная! А? Коля, посмотри вокруг. Она кормила нечистого, заманивала сюда людей. Пизда твоему Трофиму, одним словом. Не споет он больше про Сочи. Дитятка есть просит, да! Его нужно кормить, растить ляльку! Проклятая баба! Я тебе покажу, как православный люд морить! Правильно. Погоди, давай все разузнаем. Давай и пизды дадим, слушай. Откуда подменыш-то? А? Нет тут никакого подменыша. Это моя девочка, моя Лукерьюшка. Ну, она и ебанулась, походу, вот ко всему, так сказать, вдобавок ко всем Вспомни, мы, может, приколам. тебе помочь-то сможем. Лукерьюшка, тихо, тихо, скоро они уйдут. Поспишь чуток. Надеюсь, на том свете, сука, она поспит, потому что такие пеньки мне тут не нужны в округе. От нее не узнаешь ничего. Да и девку ее мы вряд ли найдем. Сколько годов-то надо, чтобы он так вымахал? Сколько страшной пищи. Ой, и думать не хочу. А ты подумала, блядь, может, ее пизданем и все? Отойди в сторону. Мы изгоним этого нечистого. Себя изгони, Векша гадкая! Оставьте нас в покое с моей Лукерьюшкой! Я бы вас обоих изгнал. Прочь! Да, Прочь! конечно, расскажи. Прочь! Прочь, Мы не да. можем так этого черта оставить. Он, глядишь, и Слободу, и Пантину скоро пожрет. Ну вот, как бы, да. Ничего, спалим. Я должен это сделать. За Трофима. О, вот тебе испытание огнем. Ну-ка, брысь! Прочь! Прочь! Ее поди оттащи. Ум совсем отнялся. Да зажжем вместе с ней, нахуй. Я так думаю. Она тоже в смерти друга виновата. И кто знает, в скольких еще. Да. Она должна поплатиться за свои злодейства. Сжечь к хуям ведьму. Не меня же. Убить Нам нужно уродивую, спалить нахуй. этого беса. Хочет, пусть горит вместе с ним. Правильно. Хорошо горит. Красиво. Николай поджигает своим огнивом сухие ветки, и пламя быстро принимается за дело. Скоро от черта остается один только пепел, как и от его юродивой покровительницы. Правильно, нахуй всех обоих. Да, я согласен. Ну и ночка. Да, Я ночка, рад, что с пиздец. этим бесом покончено. Ну, что-то жуть берет. А мы, собственно, с тобой, друг мой, на этом, наверное, на сегодня пока что закончим. Получается, что в следующей серии мы пойдем, значит, все нашу уже подменницу наконец-то, наверное, высвобождать. Вот, от проклятия, из вот этого мира ее подмененного и вот этого всего. Вот, а ты пока что можешь пойти, значит, под видео, там поставить лайки, подписаться, если не подписан, колокольчик тоже, собственно, если хочешь узнать видео первым, нажать, да, комментариев написать, что думаешь по поводу того, а правильно ли мы ее сожгли к хуям ведьму. Я считаю, что правильно. Вот, вот и там, и, собственно, перетрем за вот это вот моментик этот. Да, увидимся в следующих сериях.